привет! Всем привет, всех с 1 сентября, мне вас всех очень жаль, да, это время наступило. Мы просрали лето, по крайней мере я. Не знаю, как вы. Привет всем, привет Корневил, привет всем, кого нет и кто еще будет. Боже мой, у меня такое хорошее настроение, у меня много чего произошло за последние 3 дня. Поэтому я сейчас буду вам об этом рассказывать, и потом я пойду спать. Что завтра 2 сентября надо рано вставать, блин, мне. Я тоже, знаете ли, все равно тоже занята завтрашним днем. Неправильно, что-то неправильно говорю, неважно, короче. Смацуренко, привет, привет, Хлеб, привет, Корневил, еще разок. Боже мой, я очень рада вас всех видеть, привет, с 1 марта и тебя. Боже, реально, я когда анонс написала в Дискорде, я каким-то фигом перепутала весну и осень. Я не знаю, как я так умудрилась. Наверное, торопилась. Да, я торопилась кушать. Поэтому перепутала. Да, всех с 1 марта, ё-моё. У меня собака еще на коленках сидит, потому что она не хочет одна сидеть. А я начала, короче, громко говорить, она испугалась, сейчас сидит, трясется. У меня на коленках все хорошо, батяж. Она еще, кстати, она у меня голодная сидит, понимаете? У нее бурчит в животе. У нее бурчит в животе, она сидит на мне, у нее в животе происходит. Она отказывается есть. Она отказывается есть. Я думаю, это специально, типа метаирония. Блин, реально, можно было просто, знаете, оставить это все незамеченным. Типа так и надо. Отто, привет, привет, Тота. Stay in Drex and don't do school. Fuck everybody. With their consent, of course. Правда, учеба это не от меня. Неважно, весна, осень, реально, все равно учиться надо. Ой, то есть, йоу, дэм, Отто, привет. В общем, короче, давайте я расскажу вам, что у меня произошло, потом вы расскажете, что у вас произошло. А потом я пойду спать, как я и сказала. Потому что, опять-таки, рано вставать завтра. В общем, в пятницу, это будет 30 августа, да? Сегодня же воскресенье? Да, получается, 30 августа я с самого утра поперлась к своей пирсерше вместе с папой, потому что нам нужно было осматривать наши проколы. Просто мы сделали 2 месяца назад пирсинги, и вот пришло время их осматривать, да. У меня мой хрящ жестко загрязнился, я даже не заметила это. Я просто один раз его очень сильно дернула, когда в секонд-хенде была, я там примеряла платье, очень крутое платье я примеряла, да, я его купила. Я дернула очень сильно этот пирсинг, из-за чего у меня он загрязнился, и мне потом пирсинг показывает, снимает его с меня, показывает такая, типа, что это за чушь? Я такая, ой, блин, ну извиняйте, я свинота. Поганая. В общем, первым делом у меня день начался с того, что пирсерша меня немного так посильненько обосрала за мою грязнючесть. Я как твоя собака тоже есть хочу, только сейчас завтракала. Приятного тебе аппетита. Леопардовая? Нет, кстати. Я в пятницу купила леопардовую мини-юбку. Тоже в секонд-хенде. Это вот, если продолжать об этом разговор, я поехала потом в секонд-хенд, потому что 30 августа в моем секонд-хенде были скидки 90%. Я набрала кучу вещей. Ожидаемо, ну простите, красота. Я вместе с мамой поехала. А мы вместе выбирали там вещи. И вообще я столько всяких вещей набрала, просто капец. Мы потом идем на кассу, меня пробивают товар, и я смотрю, там уже ценник типа 18 тысяч рублей. У меня в этот момент просто очко сжалось. Просто до размера атома. Я думала, типа, а вдруг нас обманули, и сегодня нету скидок в секонд-хенде. А вдруг в другом секонд-хенде, в другой части города скидки сегодня. А вдруг мы что-то напутали. Вдруг мне сейчас придется потратить 18 косарей. Нет, по итогу все оказалось нормально. Со скидкой мои 18 тысяч рублей превратились в 1400, прикиньте. И у меня теперь куча вещей есть. Боже, самое модное теперь на районе. Да там вообще такую красоту я накупила, прям капец. Там есть какой-то комбинезон джинсовый, который прям полностью под мою фигуру подходит, капец. И еще какие-то платьишки. Просто, знаете, я очень худая. Ну, прям капец. Я не знаю, у меня очень тонкая талия, и при этом бедра есть, там вся ерунда, да. И вот мне очень редко какие вещи прям подходят. Потому что у меня такие пропорции более-менее худосошенные, и у меня недовес, понимаете? А тут прям платье, прям идеал, прям для меня. Чего ты, Бетти, трясешься? Бетти трясется, я ору, она трясется, бедняга моя маленькая. Ой, маленький мой. Ты все, мурчишь. Она, короче, знаете, она прижалась мне в руку, и она давит, короче, подбородком мне на руку, чтобы я пониже ее опустила, а мне так неудобно, у меня и так сколиоз, что ты от меня хочешь? Тем временем моя мама: Влад, ты ходишь в одной футболке уже 3 года, прошу, пожалуйста, сходи наконец в магазин и купи себе одежду, ё-моё, Отто! Что это такое, вы будете опять живот урчить, бедняга моя? И мне очень ее жалко. Дайте я чуть погромче сделаю музыку, а то мне кажется, что... Тихо, ля-ля-ля.
Нам нельзя тихо, нам нужно громко, нам нужно прям вообще, чтобы долбасило в уши, это же, блин, иначе быть не может. Не, я очень люблю ходить за покупками, знаете, я не знаю, я ловлю от этого какой-то кайф, особенно если, когда я нахожу вещи, которая вообще такая странная, непонятная, которую бы никто другой не надел. Я нашла какой-то топ корсетный. Там, блин, какой-то орнамент. Я не помню, как он называется. Он что-то там какой-то огурец называется. Я не помню. Короче, красного цвета. Мне единственное, там нужно эту завязку переделать, потому что она какая-то старая, непонятная. Но выглядит на мне суперски. Я купила несколько юбок, я купила, блин, несколько платьев, какие-то джинсовые комбинезоны, рубашки. Мини-юбку леопардовую. Как же ж без мини-юбок? Как же без леопарда, а? Я клянусь, я на леопардов просто нападаю. Леопарды должны быть нахрен хищниками. У них вот это вот их окрас существует для того, чтобы их зебры не заметили, блин, в траве. Я только вижу леопардовые, блин, какие-то вещи, я сразу к ним подбегаю, где бы я ни находилась. Для меня важно просто каждый, блин, предмет одежды в леопардовой расцветке потрогать, понимаете? Один я люблю ходить, вот всем стремаюсь, если с кем-то. Вот одно я тоже, кстати, не люблю ходить, потому что я человек такой, мне важно мнение других людей. Это не особо хорошо, но это так, мне нужно знать, типа, нормально оно на мне смотрится, ненормально, стоит купить, не стоит покупать. Типа, мне важно услышать, типа, мнение хотя бы одного человека, чтобы до конца понять, типа, надо или не надо мне это говно. Угу. Ситуация резко меняется. Ну, хотя бы, знаете, с другим человеком весело, блин, не могу. Я тоже недавно закупилась, правда, не по моей воле. Нужно было штаны на 1 сентября купить. Но потом еще нашел классный свитер на зиму и куртку кайфовую. Блин, я тоже куртку купила себе какую-то. Я же, по-моему, рассказывала, я когда на 8 марта гоняла в секонд-хенд. Самый первый раз я гоняла в секонд-хенд. Как давно это было? Я купила офигенную шубу. Которую, блин, выглядит как будто со снежного барса содрали кожу. Блин, такая классная вещь. В секонде, вот реально, типа, ребята, попробуйте походить по секондам. Там вот среди говна можно такую жемчужину найти. Я в одном из секонд-хендов нашла, блин, официальный мерч Нирваны и Juicy Couture. Понимаете, типа? Но я ни то, не купила, потому что, как бы, оно мне было не особо-то и нужно. Но сам факт, Juicy Couture и Нирвану. Вдруг какой-то рокер потел в этой футболке. Типа, камон! Подтверждаю. Вот именно! Привет, Райден. Привет, Райден, очень рад тебя видеть. Что потом произошло? Потом, это мы все еще про пятницу говорим. Потом, знаете, что произошло? Знаете. Нет, ни за что вы не догадаетесь, что произошло. Я поехала на барабаны. Я поехала на барабаны. В общем, история такая. Моему папе присылают иногда рассылки всякие эти самые... Ой, по секундочку написал. Хлебушек, надо прочитать писать. Да, мерч Нирваны носят даже те, кто я никогда не слушала. Это, кстати, позорно. Не, просто есть именно бренды, например, какие-нибудь там H&M и так далее, просто на свои футболки наносят, блин, Нирвану и такие, типа, все, это класс, теперь это мерч Нирваны. Нет, это не так работает. Там буквально на той футболке, которую я в секонде видела, там сзади написано, типа, Нирвана, official, что-то в этом роде было. Типа официальный мерч Нирваны, возможно, из 90-х годов. Или вообще, может, там из 2000-х, что-то такое. Вообще класс. USB, привет! Я помню, в секонде нашел кеды, у которых на подошве был рельеф в виде яхты. Блин, крутота! Я, если честно, я очень сильно хочу покупать обувь в секонд-хенде, но меня мама просто пугает тем, что там грибок, там, я не знаю, там глисты, у тебя отвалятся ногти, если ты просто примеришь эту обувь, я не знаю, она меня этим напугала, и я боюсь поэтому их надевать в секонд-хенде. Хотя иногда смотришь, там такие классные просто кедики, туфельки и так далее. Я, к слову, туфли не ношу, мне неудобно, я не понимаю, как женщины могут с грацией ходить в этих, блин, отродьях смерти. Но я реально, я не могу, у меня не получается. Я купила однажды себе какие-то, блин, непонятные обувь, похожие на пароход просто. Они просто смешно выглядели, и мне понравилось. Типа я их надеваю и такая, ё-моё, вот бы сейчас было шампанское, чтобы меня просто в добрый путь отправили, знаете. Но я все равно их не ношу. Я купила эту обувь, но я ее не ношу, потому что мне неудобно. Дезинфекция не. Ты чё, не, оно будет жить вечно. Она будет жить вечно, вся вот эта вот грязь и нечисть в этой, блин, секонд-хендовской обуви и сжирать немедленно пятки. По крайней мере, в это верит моя мама. А я верю своей маме, потому что я ее люблю.
Мгм. Вот, про барабаны. Если вернуться к барабану. К моему папе периодически присылают всякие рассылки, различные эти самые курсы или школы музыкальные, потому что папе это все интересно, там все равно. Он на сольфеджио ходил, чтобы научиться ноты писать, на эту самую, на гармошку и так далее. То есть, типа, у него есть, скажем так, некие связи. И ему недавно отправили, получается, рассылку, что вот, школа барабанов, короче, пробные занятия проводит. А я, к слову, на пробных занятиях по барабанам была, наверное, года 3 назад. Такая молодая, зеленая, ходила туда. Типа, я имела представление, что там будет. Но папа сказал такой, типа, давайте еще раз ходим. И заодно сестру мою решил он взять. Моя сестра вообще сопротивлялась. Она не хотела идти на эти барабаны ни в коем случае. Но в итоге мы все равно ее взяли. Она вообще отказывалась сначала играть. Нас посадили за установки. Нас было, кстати, только 3. Типа я, папа и моя сестра. Вообще класс, кайфуха с этими, с преподавателями. Мы сидели, я там барабаним, нас там учат, вся ерунда показывают, эту всю шнягу и так далее. Вообще было классно, знаете, просто... Ты хоть и не умеешь играть на барабанах, тебя там учат одному буквально ритму, типа там по хэту бьешь, типа на 4 счета, по малому барабану и по бас-бочке. Все, это твой максимум, чему тебя учат на этом пробном занятии, но это уже классно, знаете, все равно эмоции хоть какие-то. Ты прям выплескиваешь эмоции, когда ты там брейки делаешь и так далее. Короче, классно. На самом деле она отговаривает тебя и втайне покупать сама, может быть. Может быть, у нее много хорошей обуви. У меня не особо. Я ходила, все время в кроссовках, которые, мне натирают пятки. На Корн лучше ТикТок полистать, чем на ваши барабаны. Это верно сказано, кстати. В общем, мы там побили эти барабаны, наше пробное занятие закончилось. С нами вместе с преподавателем по барабанам, был гитарист. Типа там как-то так устроены эти школы барабанов, что у них сначала какие-то занятия ведет, собственно, барабанщик, а некоторые занятия ведет гитарист, чтобы, знаете, так разнообразить игру, или чтобы научиться слушать не только барабанную игру, но еще и, там, не знаю, гитаристов, басистов и так далее. Да, вообще супер, класс, идея, мне понравилось. И вот, короче, там гитарист остался, и он такой, типа, слушайте, у меня время до 9 есть, говорит он мне, типа, и папе, хотите поиграть еще? Мы такие, да. Да, моя сестра не захотела. Мы там заполнили анкетки, которые нам выдали. И моя сестра осталась, ее там разговорила эта самая администраторша вот этой школы. А мою сестру разговорить, я не знаю. Это надо быть каким супергероем, чтобы ее разговорить. В общем, мою сестру разговорила эта администраторша, а мы с папой пошли играть, короче, на барабанах дальше. Нас этот гитарист научил еще одному, даже не знаю, как это назвать. Еще одному ритму, короче. И мы играли, короче, разные рок-песенки. Типа там от Би-2 до каких-нибудь там, я не знаю даже. До AC/DC каких-нибудь. И типа мы играли так до 9 часов. Чтобы вы понимали, мы 1 час отыграли, получается, наше пробное занятие. Плюс мы еще 1 час играли просто так бесплатно, с барабанщиком. Я думаю, вообще класс. Это было очень клево. Это было очень классно. И еще просто, знаете, в чем проблема? Я иногда сбивалась, потому что у меня папа, он умеет играть на барабанах. Ну, типа, знаете, он не профессионал, но он умеет, он понимает всю вот эту вот структуру барабанов. Он, возможно, даже в своей молодости, в своей группе, играл на барабанах, и то есть он умеет, он понимает, он типа там и брейки делает, и такое, и всякое вытворяет. Он каждый раз, пока играл гитарист, вытворял всякие крутые штуки, он меня сбивал этим. Я из-за этого сидела такая по хэту, просто била. Такая, ё-моё, пыталась ритм заново поймать, Весело звучит, хотела бы на такое сходить. Вот реально, если у вас есть какие-нибудь такие школы барабанов, и они проводят всякие пробные занятия, берите, хватайте и бегите. Классная вещь. Классная вещь, если честно. Я вот, можно так сказать, хоть с прошлого занятия в кавычках, прошло 3 года, да, но мне кажется, все равно я лучше стала как будто бы играть, либо понимать ритм и так далее. То есть у меня как будто лучше стало получаться. И если честно, я бы хотела походить на барабаны, мне кажется, это классная вещь. Надо бабла заработать. Но, я еще и вокал хочу, пацаны. Я много чего хочу, понимаете? Мне просто очень легко заинтересовать. Мне очень легко заинтересовать, я сразу типа, я хочу и это, я хочу и то, и вот это с этим, мне все надо, я все хочу, понимаете? Но для этого нужны деньги и время, а это все так сложно, и непонятно. Мы с братом 1 раз ходили примерно так же, за исключением халявного часа. И не только звучит...
Ну, блин, реально, это очень круто, вот именно все вот эти пробные занятия. Я только на пробные занятия еще в плане музыки ходила еще на гитару. Но я потом еще и на занятия по гитаре ходила. Но там было не такая клевая пробное занятие, если честно. Блин, кстати, надо бы к гитаре вернуться, у меня просто времени не особо много. Всем советую, вот, да, вот просто реально попробуйте, это реально всем нужно это испробовать. Вот на барабаны походить, вот реально, типа, слушайте, каждый должен хотя бы раз в своей жизни нормально постучать по барабанам, это такой выплеск эмоций. Ты просто сидишь, долбасишь, блин, свыкаешься с ритмом и просто на кайфах вот так вот сидишь такой, как прикольно, ты, Бетти, не бойся, я просто слегка ударила по столу, что ты трясешься, боже мой. А там за 100к за 6 месяцев или типа того. Я не знаю, у них там какая-то есть возможность купить 24 занятия. И они вообще типа безлимитные, можно сказать. Типа, ты в эти 24 занятия можешь отходить в любое время. Они рассказали, что у них был ученик, который просто 3 года ходил, вот, отхаживал все вот эти 24 занятия. У них вроде даже цены более-менее божеские. Но просто сам факт, ну, если ты хочешь прям заниматься этой фигней, то купи себе барабанную установку. А это как бы уже реально, вот это уже точно 100к стоит. У меня, к слову, столько комп стоит. Мы, короче, сидели еще... Ой, я что-то пропустила момент. Мы вот с братом... Сейчас. Мы вот с братом за басом, когда ходили акустически, там у чела была куча инструментов, мы, короче, сидели еще играли полчаса где-то, блин, кайф. Блин, как? А я просто, знаете, я же не особо профессионал, если бы... Я бы хотела просто походить, знаете, побрынчать по гитаркам и так далее, в этих магазинах и так далее, но просто проблема в том, что я вообще аутсайдер в этой, блин, игре на гитаре. Я умею это делать, но я умею делать это на максимально базовом, блин, лоховском уровне. И даже как-то стыдно приходить, блин, в магазин, пытаться что-то продемонстрировать или найти для себя, я не знаю. Помню, лет в 12 пошли с подругой... Что ж такое-то? Я сегодня разучилась читать. У меня дислексия, ребята. У меня дислексия. Как ударение? Неважно, дислексия. Пошли с друганами на курсы по гитаре. И типа, учитель так свою политику устроил. Вы можете сюда прийти бесплатно, но те, кто заплатил, в приоритете. Их я буду учить в первую очередь. Какое-то говно, если честно, уже звучит. А вы, как повезет, может, сами что-то побрынчать. Ну какая-то хрень. В итоге мы просто сидели, пинали балду и бесконечно играли мотив Smoke on the Water. Ну Smoke on the Water, ладно, можно в принципе посидеть поиграть. Мы на Авито брали. А я думала, вы в магазин специальный пошли. Ладно, хорошо. У меня в городе я знаю только один магазин, который находится в этом самом в большом торговом центре. Там, где продаются всякие басы, не басы, а басы, калимбы и прочая ерунда. Я там, знаете, я присмотрела себе виниловый проигрыватель. Я хочу его себе. Я хочу коллекционировать виниловые диски. Я хочу слушать, как, блин, крутая женщина, всякие музяки с винила. Можно, пожалуйста? Там этот проигрыватель стоит 30к. Это капец. Я как-то бас себе купил. Когда-нибудь займусь им. Я помню, ты мне отправлял год назад фотографию. Ты хочешь сказать, что ты его забросил? А да, еще слышали бесконечную cool story от него. Ну, знаете, ради cool story, в принципе, можно и походить даже на такую вещь. Собака от меня устала, она от меня ушла. Пока, Бетти, пока-пока. Скажите пока моей собаке. Я ее задолбала. Если что, Бетти, там дверь открыта, ты можешь выйти. Наверное, просто стоит. Зачем? Все, пошла. Надеюсь, она пошла кушать, потому что, блин, нас сегодня долго не было дома. И она, судя по всему, перенервничала и теперь отказывается жрать. Нет, мама, она не поела. Она не хочет. Я пытаюсь ее заставить всяческими образами. Она не хочет. Пока бабака. Вот именно пока бабака. Собака бабака. Капец, блин. Не забросил вас, если не садился за него. Ну, тоже верно. Знаете ли, это такой хитрый ход. Но ты все равно, ты потратил свои деньги. Мне так нравится, когда моя мама использует, блин, вот эти все смайлики. Боже мой, сейчас водичку хлебну. Завтра. 31 августа, что у меня было? 31 августа я занялась уборкой. Я разбирала шкаф свой, убирала оттуда летние вещи. И поэтому я не успела вчера постримить. А еще я вместе с папой гоняла просто по городу кататься. У моего папы просто были какие-то дела. Он предложил, типа, хочешь со мной прокатиться? Я такая, да, вообще без проблем. Я люблю по городу кататься, знаете. Вообще без проблем. Я просто села в машину, и мы с папой покатались по городу, там, по центру немножечко. Он там свои дела сделал, потом вернул меня обратно, понимаете. Но в итоге я все равно вчера не постримила, потому что тварь. Ничего себе, настоящая мама. Да, у тебя нет, что ли? Такой.
Сейчас бы эти деньги на дебют потратил бы. Блин, реально. Реально. У меня вот, кстати, вроде бы достаточно. Я почти накопила деньги на это самое, на модельку от художницы, которая мне нравится, но я не знаю. Типа, я периодически хожу в последнее время по магазинам. Я боюсь, что с каждым разом у меня денег будет все меньше и меньше. Например, сегодня я в магазин сходила. Померла. Сочувствую. Искренне сочувствую. Всем чат, привет, Акина. Да что ж такое? Химеджима, когда-нибудь я научусь правильно произносить твой ник, блин. Я все время забываю, какие буквы после каких идут. У меня вот нет. Ё-моё, у меня что, чат без мамных? Класс. Можно я буду вашей матерью? Я буду вам говорить, что вы плохо помыли пол. Это будет моя единственная функция. Буду орать вам, типа, иди помой посуду. Вот это буду я. Это будет мой максимум. Мой максимум материнская детских отношений. Так это все называется или что? А сегодня мы поехали отмечать начало осени. Потому что что? Потому что сегодня 1 сентября. Все плачем, все быстро плачем в чате. I will be your mother. Ты такой хороший, но ты посмотри, какой худой. Тебя что, мама не кормила? Блин, у тебя нету мамы? Хочешь, я буду своей мамой? I will be your sister. Вот систер моей быть не надо, знаете ли? Я вот уже знаю, что за систер вы обычно подразумеваете, мальчики. Нафиг оно надо? Короче, сегодня я сгоняла в магазин. Я купила... Да, я опять транжирю деньги. Простите меня, пожалуйста. Я купила тени. Блестящие тени. Я обожаю макияжи. Я обожаю макияж. А я давно просто... знаете, я как сорока. Я люблю все блестящее. А я давно себе приметила... тенюшку блестящую. Я ее купила сегодня. Я рада. Она стоила 1000 рублей. Какого фига макияж стоит так дорого? Я понять не могу. Все хотят нажиться на женщинах. Какого фига? Почему красивые блестящие тени стоят так дорого? А почему? Знаете, я ходила по этому магазину, блин, по этому санному золотому яблоку. И у меня только один вопрос. Почему, блин, нету цветных губных помад? Я хочу зеленые губы. Я мечтаю, чтобы хоть когда-то выпустили нормальную, блин, коллекцию цветных помад. Я что, многого прошу? Класс, окошатилась. Хотя бы не окатилась, ёберный театр. Ладно, хорошо, ладно, вы довольны? Мяу, разговариваю, базарю. Мяу. Привет, сердце, кстати, я тебя буду проклинать сегодня ночью перед сном, понимаешь? Угу. Воскресенье, да. Сегодня я отрабатываю субботу. Я в субботу не постримила, так что вот, получается. Сегодня стримлю, отдаю должок. Угу. Опа. Так, ща. Привет, Умидориру, привет. За что уши мне поставил, за что? Косметика дорого почти всегда была. Я не понимаю, почему. Вы хотите, чтобы женщины носили макияж? Иначе вы их называете типа серыми мышами, но при этом завышаете так сильно цену? Капитализм? Я ненавижу капитализм. Мы должны свергнуть капитализм. Моя собака орет, она согласна с этим. Мы должны свергнуть капитализм. В жопу капитализм. Я ненавижу капитализм. Верните СССР. Нет, в жопу СССР. Давайте анархию. Давайте бахнем анархию. Хочу анархию. Анархия. Угу. Оми. Это я. Нет, молодец, написал. Я только что прошел бы в сторону 4 главы Селеста. Черт, Селеста. Я, кажется, знаю, что такое Селеста, но могу... кажется, знаю. Тут гора, да? Селеста. Если я посмотрю на правильную игру, тут горы какие-то, это 2D-платформер, да? Вот эта игра. Я слышала, что ее очень сильно хвалят, но я не знаю, лично я не особо фанатка платформеров. О, еще и волосы поменяли, ё-моё, я только отвернулась. Вы призвали Стаса, и как просто, ой, боже, пусть идет обратно. Мне сегодня подруга наша, в нашу группу женскую скинула фотографии, типа, что к нам в город приезжает Енина. Я написала ей, чтобы она нахер обратно ехала. Пошла Енина в жопу. Атори, привет! Привет, Атори. Ты такая мимими, да идите вы, блин,
Нормально, второй Prime Ультра Килла был сложнее, боже мой. Я немножечко потеряла нить диалога чата, ну ничего страшного, сейчас вернемся обратно на борт. Hello, everyone. Hello. Hello. Блин, кстати, этот мем типа Hello, everyone. Why, thank you. Классная вещь, мне очень нравится. Спасибо огромное, что напомнили мне про это. Вы, кстати, слушайте, я как женщина со стажем, играющая в Dress to Impress, я играю в Роблоксе в Dress to Impress. Это единственная игра, в которой я играю. Окей, там. Я хочу вам сказать, там есть тема, типа, сделайте мем, типа, мим. Просто сделайте мем какой-то. Сука, я столько мемов знаю, но когда тема в Dress to Impress, такая тема в Dress to Impress попадается, я забываю обо всем нахрен. Это какая-то хрень. А я еще помню, знаете, вот я разозлилась вообще, пипец. У нас была там тема в этом Dress to Impress в поганом Роблоксе, бла-ла-ла-ла. Была тема, типа, твоя культура. Но я сделала, блин, мем вот эта вот женщина Кэнди Бобер, потому что мне нравится этот мем. Угу. Имя Ибрагимова что-нибудь говорит? Хорошее имя. Аллах Акбар. Понимаете, вот этот классный мем, да? Я, конечно, ни одного места не заняла, потому что пиндосы, они не знают наших русских культурных офигенных мемов. Русские мемы, кстати, они лучшие. Да, патриоты. Класс, супер. А просто следующая тема была как раз-таки мем. Да вы че? Вы поохеревали? Я на тот момент уже костюм Кэнди Бобер сняла. Почему это так произошло? Спасибо. Мне пернули на ухо. Зачем вы это сделали? Боже мой. Я сейчас, секундочку, я читаю чат и пытаюсь понять, что вы там написали, потому что я ругалась на Dress to Impress. Угу. Кэнди Бобер, курва. Боже мой. Держим безумие в клонах, пройди, тогда ультра-трай-хард геймером будешь. Боже мой, а про какой ультра-хард начинается тут, ё-моё. Я, если честно, я тот человек, который не особо любит напрягаться от компьютерных игр. Типа, я не люблю, когда слишком легко, и при этом я ненавижу, когда слишком сложно. Я, типа, в игры играю не для того, чтобы ругаться и злиться, я хочу расслабиться и кайфануть от истории. Я вот уже ругалась на Devil May Cry 1, но я скажу вам так, я, скорее всего, эту игру никогда не пройду, потому что я ругаюсь на нее. А мне не нравится ругаться. Я женщина такая, я сохраняю свою энергию. Я не ругаюсь, я не злюсь, я всегда спокойная, понимаете? Типа, Будда живет во мне. Я не люблю ругаться и злиться по пустякам. Пернула мысль ушла, да у меня уже давно все мои мысли отлетели в стратосферу, я ничего не помню. Если я буду играть в этот режим, у меня пойдет такая тема, то я оденусь как пердящий арбуз. Арбуз. Прием. Арбуз перни. И сейчас было бы хорошо, если кто-то пернул. Вот сейчас было бы хорошо, если кто-то, блин, забавок пил пердеж. Вот это было бы классно сейчас. Клон дрон in the danger zone. Что, о чем? Я либо сплю, и мне сейчас что-то мерещится, типа что... Спасибо, вы вдвоем одновременно пукнули! Боже мой, это надо отметить! Это надо отметить! Вы молодцы, ребята! Аплодисменты в чат вам! Аплодисменты в чат! Молодцы! Они пернули одновременно, они теперь больше, чем просто случайно встретившиеся люди в чате, понимаете? Они теперь настоящие братья. Дабл-дрибл, да вообще пипец. Клон в целом простенько, но не в режим безумия, в истории. Боже мой, я не знаю, о чем вы говорите, но это звучит безумно интересно. Я о чем-то еще хотела рассказать, я что-то вспомнила, а потом сразу же забыла, потому что это я. У меня мозг рыбий. Ну ё-моё, ну снова! Ну мяу! 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 Я так минуту буду делать. Я так буду делать минуту. Мяу! 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 Старый кастрированный кот. Наша личная зомбокошка. О да, где моя еда? Где моя еда? Жду меня того кука. А что мне там, я не знаю, I come blood, что ли, вам за это самое?
закаверить, я не знаю. Или джиспек какой-нибудь, я фиг знает. Аж мяукает по-зомбячи. Да вообще, я такая милашка, просто пипец. Где мои деньги? Не. Сэмпай, а где мои денежки? Я такая милая, такая мяу-мяу-мяу. Что? Айкамблад? Да, так песня называется у Cannibal Corpse. Да, это название песни. Кстати, я давно ее слушала, я сейчас вообще не помню, какой у нее мотив. Вообще не помню. Ты очень хорошо пукаешь, да? Спасибо огромное. Я, знаете, я рыгаю жопой, а ртом пержу. Типа, спасибо огромное, что сказали. Ну, ты просишь или показалось? Ну, я, конечно, не попрошайка, но я была бы очень признательна. У меня просто, я не могу сейчас милый голос сделать. Я вот это вот намяукала, теперь у меня не получается. Ладно, ничего страшного, в следующий раз тогда как-нибудь выпрошу у вас все донаты. Понятно? Я сегодня потратила деньги на тени за 1000 рублей. Я думаю, я заслужила того, чтобы мне их вернули. Я буду видеть капитализм во всем. Она всегда их просит, фу, попрошай, когда прям-таки всегда. Врите больше, врите больше. Нифига себе, послушаю. Послушай, классная вещь. Не, давайте, значит, прям, мне интересно. Я просто сама давно не слушала ее. Так что мне интересно, какой у нее мотив. Сейчас будет кавер, погодите. Айкамблад, Cannibal Corpse. Да. Так, тут есть текст, swollen with liquid, ready to burst, I load on flame, will quench with dead bodies first. О, какая классная песенка. Прям-таки для семейного просмотра и прослушивания. Блин, почему все только на ютубе, я понять не могу. Извините меня, у меня ютуб вообще никоим разом не работает, а? А можно мне как-то listen for free? Listen, блин. Listen, please. Так, iCloud у нас тоже ведь не работает, а у нас ничего не работает. Есть только лайв-версия iCamblad, блин. Ну ладно, хорошо, погнали. Можно послушать? Можно послушать? Пожалуйста, очень прошу. Вам же тоже хочется послушать iCamblad от группы Cannibal Corpse. Насколько я знаю, там вроде то ли у гитариста, блин, то ли еще у кого из Cannibal Corpse нашли, короче, настоящий череп, короче, какого-то человека в доме. Я не знаю, типа, а потом все так удивляются, ходили, типа, а что? У него реально был, типа, череп? Извините меня, они буквально об этом поют. Это что? Да, это метал-группа, кстати. Это капец вообще. Вот видите, она вот так звучит. Ага, блин, конечно, что это за чушь? Где iCamblad? О! Shooting blood. Shooting from your cock! Давай! It's about shooting blood from your cock! Я нашла лайф-версию, знаете, это уже неплохо. Это уже неплохо! А, вот как оно звучит. Все, мне, знаете, мне прям сразу такой флешбэк, я сразу вспомнила, как звучит эта песня. Где песня? Сейчас, у меня же есть текст! Текст, а ну-ка! Текст! Тихо! Блин, капец! Чё? Ой, блин! I pissed in your maggot suit, asshole! Я, знаете, я просто прочитала, типа, это... Я только прочитала, блин, одну строчку из этой песни, я не поняла сначала, что она имеет, что это значит, потом у меня в мозгу устаканилось, что это обозначает, и мне как разорвало в лицо этой фигни.
I pissed in her maggot filled asshole. Что за хрень? Ладно, хорошо, ладно, все. Послушали и хватит. А то меня еще забанят на Твиче за такую хрень. Нет, причем maggot filled asshole, блин. Кошмар, блин. Ой. Ну ладно, хорошо, мы зато теперь будем знать, что я буду петь на караоке, если что, если вдруг успеем, блин, вообще. О, господи. Меня забанят на Твиче, если что, потом. Какой кошмар. Ну ладно, хорошо, зато я хотя бы вспомнила, как звучит эта песня. Типа не то, чтобы я прям грезила и вспоминала о ней, ну просто сам как факт. А он еще есть на Яндекс.Музыке, интересно? Я просто через Яндекс.Музыку слушаю песенки. А там периодически в последнее время начали удалять всяких исполнителей. Типа я System of a Down не могу послушать, типа извините меня, я без этого жить не могу. А? Ай, музыка классная, я не знаю, у меня довольно тихо сейчас, но я просто ее слушаю и такая ля-ля. Я теперь буду ждать караоке стримов больше, чем я, короче, да, больше. Блин, если мы, конечно, успеем. Потому что, знаете, я в последнее время, я какая-то, я не знаю, сейчас будет такое некое откровение. Я немножечко, знаете, была в депрессивном эпизоде в последнее время. О, класс, да, класс, депрессия, вау, в 0 лет, вау, супер, вообще, вот, и у меня была какая-то жесткая потеря мотивации, и, как это называется, и у меня сейчас в последнее время нет идей. Я из-за этого сижу такая, типа, думаю, блин, я сейчас психану, я сейчас все брошу. У меня какое-то вот такое настроение было, и я даже не знаю, как это сейчас сказать. Некое откровение, да, некое откровение, типа, у меня такое периодически случается, но сейчас оно прям очень сильно бахнуло меня, я не знаю, я сейчас до сих пор немножечко борюсь с этим, знаете, с этим состоянием, да, но я стараюсь это состояние из какого-то, не знаю, нервно-депрессивного переводить в пофигистичное депрессивное, знаете, как-то так. Чтобы лишний раз не нервничать, стараюсь просто пофигистично ко всему относиться. Именно поэтому, наверное, у меня сейчас немножечко нет какого-то разнообразия в контенте, да? Типа, давно такого не было. Я просто сейчас стараюсь немножечко восстановиться, потому что я прям чувствую, как у меня была прям на игле выгорание, знаете, прям вот на краю выгорания, еще чуть-чуть и прям, опа, сейчас как выгорю, прям вообще капец. Так что я сейчас немножечко, знаете, о себе стараюсь заботиться, поэтому... Но при этом, знаете, я хоть и пытаюсь немножечко уделить время себе и восстановиться, у меня все равно такое ощущение есть, что типа, ну ты стала хуже, ну ты мать вообще мразь, вы знаете, вот такое. Я самый свой главный критик. Типа мне могут писать много, типа, комплиментов, говорить мне ну типа, поддержку мне оказывать и так далее. Но я все равно буду сидеть и думать, типа, ну да, мне это написали, это очень приятно, но... Они же на самом деле не имеют это в виду, ты бестолковая и бесталанная. Я сама себе это в голове говорю, и это ненормально. Я просто тот человек, который не особо, знаете, умеет в себе находить силу. Мне об этом мама сказала, и сейчас я реально понимаю, типа, я реально такой человек. Типа, я не умею находить в себе какие-то внутренние силы. Мне обязательно нужно их извне находить. И это прям, это ненормально, это нужно переучиваться, вся ерунда. Мне нужно прям, я не знаю, собраться как-нибудь. Не надо выиграть тебе скоро ДР. А я даже не знаю, что делать на ДР, кстати. У меня вообще идей нема. У меня сейчас мозг максимально пустой. И то есть реально, у меня я из-за этого нервничаю. Отчасти немного, как бы, чуть-чуть все равно есть. Типа, а что я буду делать на ДР? Я реально не знаю. Кто взял шприцы в парадной коалиции? Вот сейчас как заколюсь, блин, вообще капец. Со своей некой депрессуки. Депрессуки? Жизакса? Да, вот есть такое. Мне до того дошло, что я даже не могла нормально шевелиться, двигаться. Знаете, я такая женщина, типа, я вообще не плачу. Ну, то есть я обычно, я не знаю, у меня как бы тяжело не было, обычно не доходит у меня до слез. А я в августе, блин, 3 раза поплакала, а это пипец, как много для меня. То есть, типа, я сейчас просто пытаюсь, я не знаю, найти способ снова вернуть свою любовь к своему хобби, пожалуй. Типа, не то, чтобы я перестала любить стримить, но я как будто, вы знаете, меньше стала страсти к этому испытывать. И меня это очень сильно пугает.
И это прям искренний страх у меня прям возникает. Потому что я вроде бы... женщина очень непостоянная. Типа, я бросаю очень много своих хобби, да? И потому что, я не знаю, я все время хочется пробовать новое, и я быстро теряю интерес. А тут со стримами, ну прям, знаете, я стримлю, и у меня такое ощущение есть, что я нахожусь на своем месте. Это так прикольно, это так приятно, и мне так нравится это делать, мне так нравится придумывать что-то и так далее. И просто сам факт того, что я сейчас себя так чувствую, что я не чувствую прям какого-то постоянного вдохновения сейчас, или чувствую какую-то депрессуху, или некое выгорание, меня это пугает! Прям капец как сильно! Но я опять-таки, я стараюсь с собой бороться, и я решила, что, пожалуй, я, наверное, где-то в середине сентября снова вернусь к своему психологу, потому что мне нужно это обговорить и решить, что делать дальше. Потому что, ну, это ненормально, мне тут нравится, мне нравится сидеть, стримить, с вами общаться, придумывать всякое. Так что мне просто нужно немножечко себе времени как-нибудь уделить. Именно эмоционально себя, вот, не знаю, раскачать по-нормальному. Чтобы снова чувствовать себя хорошо. Потому что я знаю, что все мои такие состояния, они временные, но все равно лучше подстраховаться. Я снова начала пить витамины и более-менее часто в последнее время начала даже гулять, выходить, понимаете? Чтобы немножечко с собой справиться, все такое. Это немножечко, извините, конечно, я обычно не люблю рассказывать что-то о себе, о каком-то своем внутреннем состоянии, но мне просто... хочется именно этим поделиться, потому что я чувствую, что, ну, надо это немножечко выговориться, именно, знаете, хоть это, стримы, хоть это является моим источником счастья, скажем так, моим любимым хобби, но все равно при этом это является источником некоторых моих загонов и проблем, поэтому я решила, что надо, наверное, это вот здесь оставить, и просто, знаете, чтобы вы знали, в некотором роде. Извините еще раз. Говорит тебе кто-то что-то хорошее, а ты такой, типа, ха-ха, смешно, да, я, типа, мне приятно, правда, безумно, но мне иногда все равно бывает сложно воспринимать комплименты. У меня какое-то тоже было какое-то состояние, когда мне хотелось от кого-то зависеть, хз. И типа от того, что такого человека в моей жизни нету, я начинаю не очень хорошо себя чувствовать. И не то, чтобы мне нужен человек, от которого мне нужно зависеть, мне просто нужно знать, что есть люди, которым интересно то, что я делаю, пожалуй. Это прям очень важно. Потому что, знаете, я все равно творчеством занимаюсь так или иначе. И поэтому мне важно слышать какой-то отклик от своей аудитории. Вот, мне вот это, пожалуй, надо. Я после своего марафона задизморалился прям после одного момента, и все еще сложно запустить стрим. Я, кстати, я тоже заметил, у меня мой дизморал тоже пошел после моего незаконченного недельного марафона. Типа, я не знаю, я прям... очень сильно в депрессуху впала, прям вообще капец. Я была недовольна каждым стримом, который... Привет, тушенка! Я была недовольна каждым стримом, который я успела сделать за этот марафон, типа. И меня... И знаете, это просто... Ладно, там один раз в неделю я постримила, подумала, типа, ну говно постримила. Я успела это переварить, типа, за неделю, да? До следующего стрима. А тут, блин, каждый день. И каждый день кажется, что ты делаешь какое-то говно и какой-то провал. И из-за этого, блин, прям очень тяжело восстановиться успеть, знаете? Вот такое бывает. А мне интересно, мне очень приятно, кстати, когда говорят, что им нравится, что людям нравятся мои стримы, им интересно, спасибо огромное. Что, гулять на улице? Ты серьезно, совсем больная? Ну реально, пару раз было. Не, ну вот, собственно, я вот 3 дня подряд ходила, так или иначе, погулять, прогуляться и так далее. Было хорошо. Было прикольно, было приятно. Я наряжалась красиво. Ходила по улице, все шеи сворачивали. Блин, я забыла упомянуть, типа, что на барабанах я даже успела несколько шуток отмочить, и гитарист с них смеялся. Если вдруг каким-то образом гитарист по имени Никита решит посмотреть этот стрим, то спасибо огромное, что посмеялся с моих шуток. Мне было очень приятно. Это восстановило мне мою самооценку. Стримы тоже какая-то психотерапия, полностью согласна, да. Но я, пожалуй, просто использую стримы, чтобы выплеснуть эмоции. Вы знаете, я такая, я тут очень эмоциональна, я тут эмоционирую, я тут кричу, я тут громко говорю, я тут вообще ла-ла-ла-ла-ла-ла, и никто меня не перебивает, и при этом со мной все равно общаются, это так прикольно, знаете. Я для этого обычно использую стримы, в некотором роде. Плюс мне еще самой просто нравится знать, что людям интересно, и что, я не знаю, что у меня получается их развлекать и так далее, знаете. Вот это тоже очень приятно. Именно поэтому мне, наверное, и нравится стримить. Боже. Привет, Дичи, ты тоже творчество. Согласна!
Я люблю творить дичь. Боже мой, ни за что не забуду свой стрим, блин, это самое. Как он там назывался, я забыла. Где я раскраску одну и ту же раскрашивала одними и теми же цветами на протяжении 30 минут. Классная дичь, классный щитпост. Спасибо, что сделала. Придумал, блин, какую-то псевдофилософию и творила хрень на протяжении 30 минут. Зачем? Что дичь это тоже бывает разное. Best viewers, I don't believe you. I don't believe you. Best viewers are right here, right now with me. Right at this time. Thank you so much for permanently banning this asshole. Боже мой. Так, а ну-ка, смотрите, взбодрилась. Все хорошо. Всем высказаться и снова счастьем напомниться. Знаешь, ты проще сказать, чем сделать. Все же я хочу сказать, что я буду всегда и везде, когда мне будет позволять время, потому что мне нравится контент, который вы, ребята, делаете. Просто это знаете. Спасибо огромное, Корневил. Спасибо огромное. Мне просто, правда, очень приятно это осознавать и знать, что люди ко мне возвращаются, что люди смотрят, что люди слушают, что люди со мной общаются. Это так прикольно, приятно. Спасибо вам огромное, что вы есть. Это я, причем я это искренне говорю. Спасибо вам за все огромное. Все, что посмеялись с моих шуток, мне очень одиноко. Вот мой номер, пожалуйста, не пишите мне. Кстати, я же реально им номер оставила в этой своей анкете. Будут мне писать там потом, типа, ха-ха, вы так классно шутите, не хотите у нас выступать стендапером. Блин, было бы хорошо. Не, знаете, я бы не смогла быть стендапером вообще ни в коем разе. Мне трудно придумывать что-то смешное. То есть, типа, если это позволяет контекст, я шучу вообще, пока, я не знаю, жопа не отвалится у меня. А если нужно прям специально что-то сесть, блин, и придумать шутку, нет! Я отказываюсь, я не умею это делать, у меня не получается. Я не знаю, как люди это делают. Стендаперы, я им завидую искренне. Потому что у меня так не получается. Мне твои стримы привлекают харизмой, по вайбу, схожих людей со мной. Да что ж такое-то? Я извиняюсь, я плохо читаю. По вайбу схожих людей со мной я немного знаю. Таких вот ярких, гиперэнергичных и чуть-чуть crazy. Thank you, да, я crazy. Это потому что у меня несколько психических заболеваний. И я живу с психбольными. Я люблю свою семью. Но все они немного конченые. Спасибо огромное. Самый творческий ютубер из тех, что я знаю. Спасибо огромное. Боже мой, какие вы у меня хорошие. Вот наныла на комплименты. Боже мой. Кстати, я таки продолжу писать. Спасибо за сообщение. Перечитываю его время от времени. Правда, какое-то время даже притронуться не мог писать. Сегодня ночью буду продолжать, наверстывать надо. О, буду ждать. Надеюсь, там то, что я пишу, это хотя бы хоть немножечко полезно. Потому что я с интересом читаю твой рассказ. Хоть, извини, конечно, что я могу задержаться с ответом там на месяц. Потому что, боже мой, мне аж стыдно. Я иногда просто занята, либо забываю, либо вообще не успеваю что-то делать. Так что я надеюсь, ты не против, что я долго отвечаю. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем людям, что смеются с моих шуток, а они меня не услышат. Типа, знаете, я даже в последнее время я научилась просто шутить для себя. Знаете, типа, я могла раньше опираться, типа, на какой-то, я не знаю, на какой-то стандарт золотой шуток, а сейчас я просто, знаете, шутю, типа, потому что мне смешно. Потому что главная аудитория моих шуток — это я сама. Все, если вам не смешно, это ваши проблемы, это вы потеряли чувство юмора. Это не я плохо пошутила, это просто вы, идиоты. Понимаете? Это врачебная тайна вообще-то. Ну я же не сказала, что у нас в семье происходит. Я просто сказала, что мы немножечко ку-ку. Но это ничего страшного. Дива, это все равно все анонимно, мам. Я без твоих стримов бухаю уныло, а с моими стримами бухаешь весело, блин, ура! Ура, я довожу до алкоголизма, ура! Да ничего страшного, я обычно так же отвечаю через неделю порой. Это ладно, это творческая личность. Мне просто, не знаю, я сижу, улыбаюсь, блин, я не могу даже понять, что сказать. Боже мой. Собака загавкала, я испугалась, боже мой. Блин, что-то еще хотела рассказать, забыла, что. Я, кстати, вот сейчас думаю, вот рассказать о том, о чем я сейчас думаю, или не рассказывать. Что эта штука такая. Это была идея у меня возникла во время моего депрессивного эпизода. Я не знаю, насколько хорошая идея ее сейчас рассказывать. И насколько нормально будет ее обсуждать. Что ли, я не знаю. Так что, давайте так. Это такая штука, которую я задумала прям в жесткий свой момент. Я реально сейчас не знаю, стоит ли ее с вами обсудить. И знаете, я уже обсудила свое психическое состояние на данный момент. Типа, как мы можем быть
еще быть ближе, да? Может, я даже не знаю. Гордись тем, что ты причина веселого алкоголизма. Хорошо, я буду этому радоваться. Ура! Из-за меня человек спивается. Боже мой, как прикольно, как прекрасно. Что может быть круче? Что может быть приятнее, да? Ура! У меня, блин, дед был алкоголиком. А был потому, что уже... Ну, вы поняли. Так что, если что, пейте, но в меру. Алкоголь вообще убивает. Лучше вообще не притрагиваться, там вся ерунда. Да, еще не курите, еще не колитесь, еще не сношайтесь без презервативов или без согласия. Понятно? Я уныла, но не бухаю, к сожалению. Не надо быть уныло, надо быть счастлива. Надо быть счастлива. Я счастлива становлюсь, когда я стримлю. А потом, когда я заканчиваю стрим, я уныла. Потому что что? Потому что я слишком много думаю, а это не особо хорошо. Без согласия презервативов. Да, вот у презервативов надо согласие спросить. И у того человека, в которого вы собираетесь презервативом, блин, тереться, понимаете? До свадьбы никакого секса. Это правильный вывод! Это правильный вывод всех моих слов. Не, кстати, реально, можете назвать меня ханжой, но я реально... Я до свадьбы, ни в коем случае. Я останусь девственницей до свадьбы и желательно после свадьбы. Я планирую лишить своей девственности только после рождения своего первого ребенка. Понимаете, только так, только таким образом, никак иначе. Я вообще, кстати, я не понимаю прикол секса, я не хочу им заниматься никогда в своей жизни. Пусть тот человек, который придумал секс, вымрет. Он уже это сделал, 100% он уже это сделал. Надо найти его могилу и поплеваться на нее. Если это женщина, то я плюну 1 раз, если это мужчина, то 13 раз. Хорошо? Думать вредно, тоже верно. Тоже верно. Не просто я думаю, у меня всегда мои мысли уходят, типа, в одну простую мыслю. Ты говно. И я это говорю себе. Всегда. Секс, ладно, вот держаться за руки, это, конечно, пипяу. О, как хорошо, что я за руки не держалась. Как хорошо. Мои руки касались только бактерий, ручных бактерий моих женщин любимых. Я только женские руки в руках держала, потому что я тоже женщина, и мне можно, понимаете? Если я дотронусь когда-нибудь мужской руки, у меня отвалится палец. Обязательно он сделает это. Кстати, я в последнее время начала в разных каналах на Дискорде стримы проводить, так чисто по игрульке. Блин, кстати, я вот в Дискорде так мало активничаю, прям пипец. Я не знаю, с чем это до конца связано. Типа, я почему-то не могу найти все в силу, просто даже написать, типа, как у меня дела там. Я еще недавно, во время своего депрессивного эпизода из жестких додумываний удалила свой телеграм-канал. Потому что я там все равно ничего не выкладываю. И плюс я еще сидела и думала, типа, всем насрать про тебя, все. Ты тупица, удаляй канал, давай. И опять-таки вот эти все мысли мои идиотские, я просто взяла, удалила канал телеграм свой. Ну, в принципе, не такая уж и большая потеря. Я там реально очень мало чего выкладывала. Женщину до свадьбы должен ласкать только ветер. И мужчину, кстати, тоже не забывайте про мужчин. Мужчина вас тоже только ветер должен ласкать. Так что надевайте юбки, чтобы ему было легче это делать, хорошо? Пожалуйста. У меня в голове несколько человек, и каждый друг другу говорит, что он говно. А у вас есть такой прикол? Типа, у меня прям жесткий, наверное, этот самый... синдром навязчивых грез. Я чисто в своей голове всегда придумываю чью-то другую жизнь и проживаю ее в своей башке. Это вообще прикол. И я этим живу на протяжении уже долгого времени. Типа, какой бы фильм я не посмотрел, какой бы сериал я не посмотрела, я обязательно интегрирую туда своего другого человека и буду говорить, что это я. Понимаете? И типа проживать жизнь там, пока мне не надоест. Вот это прикол, вообще обожаю. А кто-то так не делает? Я, насколько знаю, так не все делают, и я вообще удивляюсь, как люди так живут. Это ж скучно. Как можно не придумать, что вы встречаетесь с Леоном Кеннеди, и вы живете счастливую супружескую жизнь? Это я про себя. Типа, как так можно? Я реально не понимаю прикол. У моей сестры это прям вообще жесть, кстати. Она иногда просто запирается в комнате, надевает наушники и ходит по комнате кругами. И думает о своем. Я иногда просто зову ее кушать, открываю дверь, она там ходит. Бродит. Забавно так, кстати, со стороны выглядит, капец. Вы хотите сказать, что это не норма? Если для этого есть отдельное название, то, скорее всего, не норма. Меня ласкают другие мужчины, лишь бы с согласия твоего это происходило, слушай. Я люблю носить платину. Общество, мразь! Просто знайте об этом, общество, мразь! Я хочу, чтобы мужчины носили юбки и платья, им это очень идет.
Хорошо? Пожалуйста, носите. Хотя ладно, носить-то вы носите, это приятно, классно, круто. Другие мужчины, не бейте таких мужчин, пожалуйста. Хватит. Хватит с наших вот этих вот всех патриархальных, сексистских, блин, стереотипных, ублюдских... Я потеряла мысль. Хватит всех этих стереотипов, короче. Мужицкий мужик — это говно. Мужицкие мужики не нравятся женщинам. Хорошо, только другим мужчинам. Если вы гетеросексуал, то, пожалуйста, надевайте юбки. Женщины будут вас окружать просто и ласкать вас просто как ветер. Офигеть, моделька подвижная, особенно когда быркает. Да я просто сама знаю. Вы бы видели, как я тыркаюсь в реальной жизни? Я как будто эпилептик, я клянусь. Это капец. Прям... Мне нравится просто. Я очень сама подвижная. И мне важно прям жестикулировать, там, делать какие-то рожицы, пока я говорю. Я в реальной жизни так не делаю. Типа, я в реальной жизни просто такая, да, класс. Что ты сказал? Все, это мой максимум. А на стримах я прям... Вот такая вот я. И, блин, я до сих пор так же делаю, но когда дома никого нет. Блин, а я так не делала ни разу, может попробовать. Скажите еще, что вы не придумываете какой сюжет, просто слушай музыку, и было такое, я так придумывала сюжет для своих персонажей. Типа, да, знаете, я все равно рисую, я так или иначе художник, который рисует раз в год, и у меня есть свои персонажи, которым я придумываю иногда сюжет. И музыка идеально помогает мне это делать. Это все началось из-за Animation Memes в 2016 году, это все из-за них. Или все спят, и когда ты ходишь, когда все спят, я боялась это делать. У меня, если что, синдром навязчивой угрозы, что если это не то что? Мне совпадает 100% симптомов. Блин, боже мой, ты так быстро пишешься, иногда я даже не понимаю, что ты имеешь в виду. Я не знаю, как это назвать. У меня синдром навязчивого желания купить риг за 40к. Блин, кстати, я ищу хороших риггеров, капец. У меня которые немного берут, и при этом у которых очень хороший риг. Я не знаю, у меня как-то не получается таких людей найти. Типа, я нашла одну хорошую риггершу, и она берет за 40к, короче, риг. Но, судя по всему, она делает риг только своим дизайном, только своим моделям. И это как бы минус. Просто те риггеры, которые мне нравятся, у которых очень подвижные, там прыгающие такие анимации, да, они берут, блин, за 100 000 рублей. И как бы, извините меня, ладно там 50к на модель потратить, но 100 000 рублей на риг нет. Ну нет. Ну тут уж, простите, мимо. Тут уж прям мимо. Прям капец. Скажите еще, что вы не плачете, жестко задыхаясь в дело под грустную музыку, вспоминая самые грустные моменты, сознавая, что несмотря на то, что вы имеете счастье, все еще нет и нет. У меня такого, кстати, не было. Я иногда могу, это прям редко, я могу всплакнуть под какую-нибудь Аврору. Или под... Под что? Под Celtic Frost. God Coming the Human Flash. Песня, обожаю. Я прям от нее, знаете, прям... Класс. Это мой максимум. Типа, ну прям рыдать я не могу. Я не умею плакать. Я только в этом месяце поплакала 3 раза. Все, дальше я не буду плакать 5 лет. Зачем плакать, если можно... Блин... Ладно, скажу, ебашить в зале. В принципе, хорошая тема. Я хотела, кстати, пойти в спортзал. И меня подруга, к слову, звала в спортзал. Она в спортзал сейчас ходит, и ей какой-то абонемент дали дружеский, типа... Позовите друга, поплавать в бассейне, там, позаниматься на тренажерах и так далее. Она меня звала. И, боже мой, мы договорились на 18 августа. И, сука, в этот день у меня пошли месячные, и я не смогла пойти с ней в зал из-за этого. Понимаете, какое говно? А я могла пойти в зал. И не плакать! Я могла пойти в зал и не плакать, но в итоге у меня начались месячные, у меня обострились чувства, у меня обострился депрессивный эпизод. И я плакала! А могла быть в зале! Извините, во всем месячные, это капец какой-то. Мне нужно научиться рисовать, иначе я умру от идей в голове. Мне срочно нужно научиться петь, иначе я разочаруюсь в себе. Я очень сильно хочу научиться петь. Мне просто папа говорит, типа, да ты умеешь петь, все норм. А я не умею. Я не умею. Боже мой, как удачно, что я поступил на художника. О, как хорошо, зато научишься. Пропорции, там тени и прочее. Что там делают художники? Я что знаю, я рисую раз в полгода. Типа, какой у меня последний рисунок был?
Ну, я рисовала Фиону Белли, я не закончила, я могу показать вам, кстати. У меня уже год простаивает артец, только заригать надо, вот сейчас думаю, а стоит вообще тратить так дофига денег? Блин, если риггер хороший прям, то да. 314 нут, привет! Или погоди, пинут, наверное, число пи, типа число пи пинут. Я поняла, прикол, спасибо. Всем привет. Боже мой, это моя месячная ЗП без выходных будет. Тогда не надо. Тогда лучше подкладывай, боже мой. Да все ты умеешь. Нет, я умею делать только... That's all. Это все, что я могу. Либо на низких нотах. Когда я раньше могла высокие ноты брать, но сейчас я немножечко разучилась. Потому что я редко пою, потому что я стесняюсь. Я разучилась это делать. Вот типа на своем нейтральном голосе или на низкие ноты вообще супер класс. Но высокие не могу. А я хочу высокие уметь делать тоже. Так и бой. Типа в лесу родилась елочка. Лицо доросла. Так? Я умею глубокое горловое пение. Я завидую, я тоже хочу. Я тоже хочу. Тоже хочу глубокое горловое пение уметь делать, боже мой. Боже мой, я очень хочу. Сейчас я хочу вам показать рисунок, который я делала последний раз. Где Фиона Белли? Вот она, сейчас. Я не дорисовала ее, потому что мне стало в один момент лень. Вообще мне не понравилось, что я нарисовала. Так что сейчас будет прикол. Так, где ты тут? Ла-ла-ла-ла. Будет вот так вот называться по-ублюдски. Ага. Сейчас покажу вам рисуночек, который я нарисовала. Вот он. О. Вот. Ну, типа, знаете, я не рисовала год. Наверное. И мне вообще не нравится. То есть, типа... Не обращайте внимания, но я это нарисовала, хорошо? Я не рисовала очень давно. Типа, у меня, например, сестра, она каждый день рисует, из-за этого у нее очень сильно улучшился скилл, а я вообще почти не рисую. Из-за этого у меня скилл хоть и поднимается каким-то образом, но очень-очень медленно. Типа, я не знаю, какое-то говно. Намаз, мне не особо нравится. Просто, ну, опять-таки, тут, скорее всего, проступает мой внутренний критик. Типа, что бы я ни делала, это всегда будет говном. Ждем хэви метал на караоке стриме, да там все что угодно будет, блин. Главное дожить. Я тоже хочу глобал. Я не буду дочитывать это. Я не буду это дочитывать. Но глубокое горловое пение. Вот это вот монгольское. Я очень хочу научиться делать. Типа я когда пыталась научиться делать вот весь экстрим вокал, да. Слушай, я не умею его делать. Вот это вот... Это даже ни к одной технике отнести нельзя. Типа, я даже не знаю. Типа, я не особо это умею делать правильно. И я, когда смотрела всякие туторы, там была женщина, которая учила делать гроу. И она говорила, типа, нужно научиться горловое пение делать. И показывает, типа... Что-то как-то она это делает. И я такая, у меня не получается. А я очень хочу научиться. Я считаю, это звучит очень круто. Для меня, который вообще не умеет рисовать, выглядит божественно, конечно, спасибо огромное. Мне все равно очень приятно. Мне приятно, но я не знаю просто. Ладно. Я просто сделаем скидку на то, что я давно не рисовала для себя. Да? Ой, боже мой. Что-то, блин, меня все еще терзает вот эта вот штука, которую я хотела сказать. Что я боюсь про нее говорить. Скажу немножечко завуалированно, только главное, это, знаете, сделать осторожно. Подобрав слова. Самое сложное в обучении вокала — найти тихое помещение, где не будет никого. И чтобы, знаете, в лесу надо мне тренироваться. И даже когда дома никого нет, я все равно стесняюсь. Я думаю, типа, я сейчас начну, типа, петь, и это услышат мои соседи, и они будут кринжевать там за стенкой, и мне из-за этого самой кринж становится. Это ненормально. Я даже когда я одна, я не могу наслаждаться каким-то своим хобби. Или пытаться научиться чему-то новому. Это капец. Завести OnlyFans, ты что себе там какой-то список дел, что ли, выстраиваешь? У меня в чате, какого фига ты тут пишешь? Ой, боже мой. Мне приятно, но внутри буду понимать, буду думать, что они не всерьез. Когда хвалят, да, есть такое. В общем, ладно, сейчас надо завуалировать кое-какую мою идею, скажем так, которую я думала долгое время, чтобы вы не напугались. При том, чтобы я могла услышать ваше мнение. Я даже как-то не знаю, как правильно это все описать. Давайте так. Если я
Даже не так. Вот вы смотрите витубера, да? А он такой, ну, такой говорит типа, бай-бай. А потом он такой, а я теперь другой. Вы бы все равно его смотрели? Я не знаю, типа как... Вот, я дала вам пищу для размышления. А теперь вы пишите свое мнение. Хорошо? Я просто об этом думала очень долгое время, и я просто, я не знаю... Мне как будто бы нужно сделать шаг назад, чтобы дальше двигаться вперед. Просто вы поняли мою мысль? Я надеюсь, вы поняли ее. Потому что мне, пожалуй, тоже это нужно с вами обсудить. Потому что я немножечко в тупике. Я немножечко запутанная. Мне нужно это с вами разъяснить в моменте. Напишите что-нибудь в чат, боже мой, я боюсь. А тут завести OnlyFans. А я не хочу заводить OnlyFans. Примерно. То есть все равно непонятно, да? Или понятно? Я прослушался. Боже мой, нет, я не прослушал. Это, знаете, я тут говорю об очень важной для себя вещи, просто чтобы они, прослушали. Ладно, хорошо, давайте еще раз тогда, хорошо. У меня телефон залагал. Как не вовремя, боже мой, мне и так сложно сейчас просто об этом говорить. Ладно, хорошо, давайте так. Типа, кажется, я понял, но типа я же не знаю на 100% и судить что-то боюсь из-за этого. Так, ладно, хорошо. Нет, ты не извиняйся, ты вообще, слушай, блин, Евс, ты вообще ни при чем здесь, это просто мне немножечко сложно об этом говорить, но мне при этом хочется об этом базарить. Если мне нравится он не только как обложь, но и как личность, то мне не важно, каким он станет, если он считает это нужным. Вот, все хорошо, спасибо, Хлеб, он меня понял. Просто знаете, ладно, чё я боюсь-то, я не сыкло, я скажу прямо. Тебе надоело быть зомби, не то чтобы мне надоело быть зомби. Я просто как будто бы поняла, что с этим образом я как будто бы в тупик себя загнала. Знаете? Типа я когда начинала стримить, у меня не было четкого понимания, что я хочу стримить, знаете? У меня перед глазами были все вот эти вот витуберы, которые чисто делают разговорные стримы и игры. Я это тоже делаю. Типа не поймите неправильно, но я при этом нашла для себя некую нишу, в которой мне нравится развиваться. Типа, я люблю делать эти вот сюжетные стримы. Я люблю придумывать, там, например, в PowerPoint какие-нибудь ублюдские игры и так далее, да. Типа, вот всякие небольшие видосики, какой-то сюжет закручивать на стриме, вот такой вот мне нравится. И я это поняла впоследствии. Спустя долгое время, пока я стримила, да, я более-менее нашла свой стиль, да. Не хочешь зависеть от образа, просто дело в том, что у меня сначала появился образ, а потом я вокруг него начала строить историю. Но сейчас эта история, она загоняется в тупик, и она очень простая. Знаете? Мне просто как будто бы хочется сделать что-то более комплексное. Что более такое, знаете, над чем можно посидеть подольше. Что-то, знаете, не знаю, там заинтересоваться какими-то другими медиа и, возможно, копать глубже. Вот знаете, что-то такое. Я просто сама для себя осознала, что я люблю, например, сериалы или какие-то там, не знаю, фильмы, где очень много символизма и где можно прям отследить рост героя. Я прям обожаю это в последнее время делать. Мы так, например, с сестрой, когда смотрели «Секс в большом городе», там одна из последних серий была, где главная героиня Кэрен со своим возлюбленным поехала в Париж. И она там потеряла, короче, свою именную, эту самую, как это называется, подвеску. У нее, короче, именная подвеска была, где было написано ее имя Кэрри, да? И она ее потеряла. И это, типа, была аллюзия на то, что она в этом Париже потеряла саму себя, потому что она зависела полностью от своего молодого человека там, от того, чтобы он был рядом. И ей там вообще было некомфортно, у нее там ни друзей, никого. А потом она, короче, в какой-то момент времени находит свою именную там, допустим, подвеску, и понимает, что ей такая жизнь не нужна, и она уходит. Понимаете? Вот, типа, вот такой вот символизм, мне она очень понравилась. Все такая ерунда. И мне хочется что-то более сложное создать. Потому что я сейчас прям являюсь заложником своего образа в некотором случае. Глубоко. И мне, вот, я не знаю, насколько это прям глубоко. Это прям первое, что мне в голову приходит, когда я говорю про символизм и так далее, да? И мне просто хочется на этом сыграть. Сделать что-то более сложное. И так далее. Типа,
мне не хочется бросать свой образ, который у меня есть сейчас, потому что мне жалко, боже мой, я почти 2 года с ним, и мне аж прям, знаете, прям до сжимания в сердце, больно даже думать о том, чтобы заканчивать, блин, историю в Эмитории, скажем так. Но мне прям хочется, знаете, что-то прям большее сделать. Вложить больше усилий, вложиться больше в бренд свой. Потому что, например, я вот сейчас это осознаю, я во время своего начала, своего стримерского пути, я наделала столько ошибок, это просто капец. Например, я же изначально себя вообще позиционировала как такая братуха, типа, ё-моё, можете меня оскорблять в чате, и я вас буду оскорблять, и у нас на этом будет строиться это самое, все наше общение и так далее. Я же сначала такая была, да? А потом я поняла, что со мной такое не работает. Типа, я очень нежная, я очень-очень нежная девочка, блин, я прям начинаю загоняться. Из-за этого у меня тоже случилась депрессуха в свое время, из-за чего я потом сменила формат. А это так делать нельзя, пожалуй, потому что ты либо строишь полностью свое брендирование и позиционируешь себя вот так, и идешь за этим образом свою аудиторию находя, либо ты меняешься и уже теряешь то, что ты уже успел наработать. Понимаете? Типа, со мной же не все остались люди, когда я там, типа, перестала говорить, типа, вы все говно, вы все твари, вы все мрази. Ну, типа, реально, это было неправильно с моей стороны. Плюс мне еще в последнее время начало казаться, типа, ты хуже стала. Это тоже, знаете, немножко удручает так или иначе. И просто мне хочется попробовать что-то новое, и уже прям, знаете, чтобы раз и навсегда. И мне просто хочется об этом с вами поговорить. Типа, мне просто хочется, чтобы люди, которым я искренне интересно, все равно пошли со мной. Неважно, типа, какой я образ выберу. Просто мне прям хочется запариться. Прям сделать очень много крутых вещей. Прям вот уделить время этому. И не волноваться о том, что мне, блин, сейчас нужно придумать стрим. Мне нужно вот эти вот дела сделать. Мне просто на расслабоне хочется что-то новое придумать, воссоздать. И потом работать с этим, понимаете? Я не знаю, правильно ли я говорю вообще, и есть ли вообще смысл в моих словах, надеюсь, он есть. Вот. Ты редебютнуться хочешь, что ли? Отчасти, пожалуй, да. Возможно, я там до 2-й годовщины еще смогу дожить, а потом мне прям хочется все заново, знаете, сделать. Прям вообще новый канал, новое то, новое это, новое позиционирование, новое я, понимаете? И плюс я еще, например, начала очень часто играть во всякие старые игры, в ретро, там всякую ерунду такую, да, типа на PS1, PS2 и так далее. А я уже, знаете, вот вы у меня такая аудитория, я вот просто, знаете, я вот подмечаю это, исходя из там активности вашей и так далее. Это, если что, я вообще не в упрек говорю, а просто вы у меня такая аудитория, с которые очень хорошо со мной взаимодействуют именно во время всяких разговорных стримов. Типа, я так понимаю, вам игровые не особо заходят. Ну, то есть, это нормально, типа, вы такие. Мне тоже с вами нравится общаться, но просто мне хочется, знаете, и в игры играть. И прям какие-то странные вам показывать и так далее. Типа, я нашла такую странную игру на PS2 и все такое. Несколько даже игр на PS2 странных нашла. Типа, мне вот хотелось бы и такое показывать. И прям, знаете, хочется найти прям аудиторию, которой было бы это интересно. А как мне кажется, дебют — это прям идеальная возможность сразу зацепить очень много людей. Но большинство все дела society, общество, боже мой. Сейчас я воды хлебну. Ну, короче, просто суть в том, если я все-таки решусь, что этот образ уже все, с ним уже ничего не сделаешь, вы пойдете со мной дальше? Типа, я дам вам наводки, я, если что, дам вам ссылки на новые каналы и так далее. Но вы будете меня смотреть, потому что, ой, боже мой, мне вас вообще терять не хочется. И мне вот до сих пор даже думать страшно о том, что, блин, 2 года почти, а я так резко решила все обрубить. Типа, я не знаю, что-то все равно хочется. Если ты считаешь, что тебе это нужно, то дерзай, мы тебя всегда поддержим. Мы тут не ради двигающейся картинки сидим, а ради того, кто стоит за ней. Боже мой, мне безумно приятно это читать, правда. Я просто, знаете, я хочу, если я все-таки, опять-таки, решусь на это дело, я хочу использовать эту возможность некого такого редебюта, создания нового образа. Я хочу просто его использовать как такую возможность исправить все свои ошибки, которые я сделала сейчас и за время своего стримерского пути, как в Эмитории. Вот, типа, понимаете, я просто хочу там
условно больше коллабиться, больше общаться, потому что я как-то, не знаю, я так поняла, недавно рефлексирую, что я очень сильно себя жалею в этом плане, а я как бы, я отношусь к стримам серьезно, но как будто бы только на словах, а мне не нравится это осознание, потому что мне, правда, стримы очень важны, это важная часть меня, это важная часть моего хобби, моей жизни, понимаете? И мне, правда, реально хочется к этому относиться серьезнее, чем просто на словах. Я хочу вот этот редебют, условный, да, в кавычках, использовать как таковую возможность. Блин, я вот говорю, как будто бы какую-то чушь говорю, я клянусь, наверное, уже засыпаю потихонечку. Часть команды, часть корабля или как это? Да нифига не на словах, алло. Я уже забыла, что я говорила. Потом пересмотрю этот момент, просто чтобы понять, к чему это было. Я просто заговорила, и реально я забыла, что я говорю. Это кошмар какой-то. Но я уже просто реально, я уже чувствую, как я засыпаю, плюс мне еще завтра рано вставать. Так что давайте будем потихонечку заканчивать. Так что я сейчас музыку выключу. Опа. Мне хотелось об этом с вами все равно поговорить, потому что это то, о чем я очень долгое время думаю. Так что, как минимум, до второй годовщины и до Нового года я остаюсь с вами, дальше я уже буду думать и продумывать все остальное. У тебя каждый стрим как минимум пару мелочей отличается, эти другие же просто врубят стрим на одной и том же фоне, да и в целом как-то более рутинно к нему относятся. Мне не хочется, чтобы это превращалось в рутину, мне все равно хочется вас радовать, там вся ерунда, но просто хочется еще больше вложиться в то, что я делаю. Гораздо больше хочется делать. Научиться новому, сделать новое и так далее. Понимаете, вот такое вот не хочется. Но я уже сказала, насчет этого повторяться не буду. Все хорошо, главное, что мы об этом поговорили. У меня прям, знаете, груз с плечей упал. Спасибо огромное, что выслушали и высказали свое мнение на этот счет, потому что мне оно, правда, было очень важно. Я, к слову, скажем так, я уже потихонечку начинаю придумывать кое-что. Уже начинаю придумывать образ. Так что, если что, я вам все подсказки оставлю, окей? Когда все-таки решусь на это. А пока давайте будем прощаться, боже мой! Мне, кстати, сегодня безумно понравилось с вами общаться. Спасибо огромное, что пришли, была очень рада вас видеть. Боже мой, вчера не смогла подстримить, хотя бы сегодня, мне кажется, я сполна отстримила, мне было очень весело. Спасибо огромное, что сегодня пришли. Говорите мне пока! Я не уйду, пока вы не скажете мне пока. Ни в коем случае. Всех вам там с 1 сентября, с началом осени, кто там учится, всем хороших оценок. Да, чего еще можно пожелать шоколадке? Не знаю, хороших оценок, хороших зарплат, хорошего всего. Самого наилучшего. Боже мой. Спасибо огромное, что пришли. Все, увидимся в следующий раз. Возможно, знаете, давайте так договоримся. Я обещаю, мы сделаем «Засмеялся, проиграл» в следующую субботу. Так что будьте готовы. Будьте готовы. Все, спасибо огромное, что пришли. Была очень рада вас видеть. И... Точнее, у меня же на следующей неделе день рождения, я уже забыла про это. Ё-моё, стоять. Так, окей, смотрите. В 7-го, это суббота, в 7-го, значит, сентября мы делаем с вами «Засмеялся, проиграл», а вот уже на следующей неделе, в воскресенье, когда у меня день рождения, день воскрешения, мы делаем, собственно, день рождения стрим, какой-нибудь простенький мы замутим, там, поболтаем, поиграем во всякие шняги, во всякие мои игры детства, которые я обожаю, там вся ерунда. Все, договорились, окей, хорошо, поняли, приняли, и пока! Теперь точно пока!